Сегодня вы узнаете, что он думает о вас, загаданный человек. Расклад Таро на мысли, чувства, действия, планы загаданного партнера, загаданного мужчины, если женщина гадает. Ну, мужчины тоже могут погадать со своей стороны по своим вопросам, да, со своей точки зрения. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях. И давайте начнем с того, что происходит в ваших отношениях. Больше, конечно же, этот расклад для женщин на мужчину, но опять-таки приспосабливайте ситуацию под свои обстоятельства, если вы гадаете с точки зрения мужчины. Так, девятка пентаклей. Ну, здесь женщина роскошная прямо, да, и для мужчины эта женщина может быть подарком. Поэтому, мужчины, смотрите, ваша партнерша здесь, она... Понятно, что она знает себе цену, но так вы ее цените, да, тоже. Ну, то есть, женщина, мужчина, может быть, скорее всего, по этой карте вас ценит, и вы имеете для него некую ценность. Но тут уже зависит от того, какой у вас запрос, да, материальный. Ну, это карта роскоши и требований, да, или какого-то результата. Но, тем не менее, женщина здесь хочет результата, требует результата, скорее всего, да, ну, хотя бы внутри себя. Но мужчина, скорее всего, видит, что женщина этого заслуживает, да? Ну, или стоит этого. Хорошо. Страшный суд. Изначально, возможно, у вас так все было очень хорошо, и он, может быть, даже и обещал, и обеспечивал, и давал то, что вы хотели, или вы получали то, что хотели. Сейчас все поменялось, страшный суд. Материальный аспект в ваших отношениях отошел на второй план, резко причем. Раз, нету никаких таких, да, сразу карта, да, потерь идет. Потерь, очищение, освобождение. Или у вас отношения были, может быть, завязаны на чем-то материальном, а сейчас приоритеты резко поменялись, да, все изменилось резко, да. Но, тем не менее, отпускать вы его не хотите, или ее, да, а она вас, или он вас, то есть вы друг друга оставить в прошлом, ну, вам тяжело, да, то есть распрощаться вам тяжело, у вас есть некая ностальгия. Может быть, этот разговор, ну, этот расклад, он о партнере, о мужчине, о женщине из прошлого. И это прошлое, ну, у вас как бы было, ну, изначально все классно, потом резко все оборвалось или все стало плохо. А вот связь, как бы, да, ну, как бы стало плохо, не оборвалась, а связь осталась вот так вот, да, какая-то взаимосвязь, да. Ну, ностальгия, например, да, или, ну, какие-то чувства могли остаться. Вот так пока. Да. У вас ваши линии судьбы, они как бы идут либо по спирали, либо у вас мандала жизни, да, вот она одинаковая, похожая, схожая. В общем, эти отношения по судьбе, они как бы развиваются дальше. Да, они, может быть, разрушены в какой-то реальности одной, да, в прошлом, вот, это прошлое. Но сейчас они совершенно другие. И вы как будто бы, знаете, вы, может быть, и не вместе, но вы как будто бы ходите кругами вокруг своего партнера или партнерши, да. То есть вас как бы, вы считаете, что все закончено, но оно не закончено, вот так. Или есть какое-то ощущение, или вы периодически видитесь и встречаетесь, то есть у вас этого разрыв этот, он не произошел. Ну, дальше давайте смотреть. Дьявол тут есть. Ваша кармическая связь не разорвана. Ваш кармический узел не разорванный. Вы можете так думать, что он разорван, ну или считать, думать.
но вы друг другу что-то остались должны. Это чувство долга, особенно если есть чувство долга, или вы считаете, что вам мужчина, например, что-то должен, да, или вы считаете, что вы ему что-то должны. Может быть, вы что-то не разделили или, ну, не поделили, ну, или о чем-то не договорились, или не можете сказать, позволить сказать друг другу что-то. Но давайте еще одну карту с точки зрения духа, да. Да, вот он, паж жезлов. Может быть, ваш партнер, партнерша за вами следит, или вас постоянно как-то пересекаются, ну, огонь. То есть вы как будто бы не потеряли друг другу интерес, или заинтересованы один в другом, или вам интересно знать, что происходит с ним, с ней, или вы интересуетесь, что с ним сейчас, да. Ну, давайте так скажем. С точки зрения духа, судьба дает вам как бы шанс, если и закрывать гештальт, то погася некие долги, кармические долги, карма, долг, или кармические узлы болезненные, рассчитаться, разорвать узлы, закрыть долги, ну и, может быть, преодолеть какую-то болезненную созависимость, да, или он от вас зависит, или вы от друг друга зависите. А если вот в общем, да, посмотреть, в отношениях когда-то было все очень классно, резко разорвалось, поменялись приоритеты, связи не разорваны, долги не оплачены, и вас периодически судьба сводит как-то вместе. То есть, может быть, вас объединяет работа, бизнес, имущество, интимная связь тоже может быть. Тут прямо дьявол и паж жезлов, интим. Чувства могут, воспоминания, фотографии. Может ли это быть семья, бывший муж, жена? Да, колесо фортуны. В общем, линии вашей судьбы все еще по спирали, либо параллельно друг другу следуют, и как бы вы периодически взаимодействуете. Хорошо. И первое, что я хочу спросить, имея девятку пентаклей первой картой, я хочу сразу спросить по этой карте, кем вы являетесь для него сейчас? Кто вы для него сейчас? Вот эта карта. Кто вы для него сейчас? Туз пентаклей. Вы для него шанс, ну, как минимум, расти, развиваться для вашего партнера, да? То есть вы его как будто бы энергетически питаете. То есть вы для него донор. Вы ему даете шанс быть лучше, здоровее, богаче, успешнее. Ну и в принципе и хватит. Да, туз пентаклей. Ну как бы вы ему даете шанс для реализации. То есть вы для него катализатор его саморазвития. Вот так. И какую роль вы для него играете? Для него вы играете позитивную роль. То есть он от вас по материальному, по судьбе, вот эти две карты материальные, продолжает получать выгоду от судьбы, да, или от жизни. Или продолжает быть успешным, или продолжает, ну или получает силы, высших сил, быть лучшей версией самого себя. Вот так. Страшный суд. Что вас разъединило? Или кто вас разъединил? Ну или какие обстоятельства вас разъединили? Разъединили вас обстоятельства, связанные с женщиной, козерогом особенно, ну может быть это дева или телец, и обстоятельства, связанные с имуществом, с деньгами и с детьми. То есть вас разделили вас деньги, мать и дети, вот так. Ну и имущество, да, может быть. Хорошо. Ну это если вас разделили. Ну и, может быть, вы до сих пор все еще не можете это отпустить, то, что я перечислил, да.
Хорошо, а что вас до сих пор соединяет? Интересная карта, шестерка как раз кубков. Особенно на эмоциональном плане, да. Разделяет вас болезненная какая-то ситуация. Девятка мечей – это болезни всегда. Проблемы, болезни и... Ну, давайте, боль, болезнь, тупик какой-то. И давайте так, серьезные проблемы. Какой-то не очень хороший аспект прошлого вас до сих пор соединяет. Это плохая карта, проблемная карта, червивая, да. Может быть, чей-то червивый глазик, да, как говорится, до сих пор вас объединяет, да. Ну, хорошо, ладно. Хорошо, куда ведет судьба, ваши отношения сейчас? Семерка кубков, куда угодно, то есть вариантов может быть очень много, очень разных, непредсказуемых, то есть это непредсказуемые повороты судьбы и... Ну, давайте так и скажем. Судьба ведет вас к непредсказуемым поворотам судьбы, больше я ничего не могу извлечь здесь. Хорошо, дьявол, что вы должны друг другу? Или что ваш партнер считает, что вы ему должны, да? Тут смотрите по своей ситуации, и я всегда задаю вопрос, да, исходя из карт, да, из потока, а вы уже смотрите, как вопрос развернуть к себе. Ну, вы должны друг другу здоровье, прежде всего, это здоровье карта, и деньги. Деньги, здоровье, имущество. Вот тут уже смотрите, да. Если деньги не должны, да, вы рассчитались там где-то, ну, значит здоровье. А что такое здоровье? Здоровье – это энергия, это красота, это время, прежде всего, это карта времени, с временем связана, и это долгое время, то есть вы много времени друг другу должны, да. И, ну, давайте так скажем, это опора. Где-то, может быть, вам придется друг друга поддержать. Вот. Поэтому, если вас с прошлого связывает какая-то сложная ситуация, и там в этой ситуации гештальт не закрыт, то эта ситуация будет повторяться, причем самым неожиданным способом. Понимаете, в чем дело? Хорошо. Чего он хочет от вас? Или чего добивается? Или во что хочет вовлечь? Он, ну, особенно мужчина. Ну, он не хочет, чтобы вы далеко куда-то от него пропадали, да, то есть он хочет, чтобы вы остались в его сети, в его сфере. Может быть, он хочет, чтобы вы вместе работали, это карта работы, и он хочет получать прибыль, это карта прибыли, успеха. Поэтому от вас, ну, как минимум, вы как были ему дороги по девятке пентаклей, так восьмерка пентаклей и осталась. Тут смотрите, как симметрично. Практически, да, пентакли. То есть на материальном уровне туз пентаклей, королева пентаклей. На материальном уровне вы представляете для загаданного человека некую ценность, без которой, возможно, он, ну, может быть, теряет выгоду, ресурс, интерес к жизни и, ну, лишается какой-то цели своей. Да? Вот дьявол – это цели часто еще, и это целевая карта все равно. Хорошо. Что он хочет или может, или намеревается предложить вам? Предложить. Его предложение материальные. Туз пентаклей проверяем. Девятку пентаклей. Ну или какой подарок он вам готовит. Он вам может предложить болезненную зависимость. Но она вот здесь прослеживается. То есть ему интересно, чтобы вы зависели от него. Хорошо это или плохо? Пока не понимаю, потому что это может быть и плохо, может быть и хорошо. Повешенный не самая хорошая карта.
и не самое выгодное. То есть он хочет, чтобы вы от него зависели, либо если он в этой ситуации 12-го аркана, да, то есть он повешенный, чтобы вы его освободили. То есть либо чтобы вы ему помогли, да, чтобы вы стали спасателем, либо чтобы вы стали жертвой. Тут уже нужно разбираться. Тут сами понимаете в вашей ситуации, что ему выгодней. Помогать вам, наоборот, делать вас зависимым или зависимой, или становиться жертвой и просить вас о помощи, да, потому что есть люди такие, которые постоянно в жертве находятся, но этим управляют, да, а есть, которые не управляют. Хорошо. Женщина, которая все изменила в вашей жизни, что и какое влияние на ситуацию она имеет сейчас, если такая женщина есть? Продолжает ли она влиять? Ну, если она и продолжает влиять, то она влияет на перемены к лучшему. Но смотрите, если у вас хуже все время становится, а у нее лучше, ну тогда она получает выгоду, а вы при этом, ну как бы теряете ресурс. Да, то есть вы как бы платите долги вот здесь. Соответственно, применимо к вашей ситуации. Значит, как она продолжает влиять? Она продолжает улучшать ситуацию. Но вот кому она улучшает ситуацию? Если у вас она улучшается, значит вам, а если у вас ухудшается, тогда она улучшает себе. То есть, ну поняли, да? То есть, если ей изначально было выгодно, чтобы вам было хуже, и ей при этом лучше, ну, соответственно, ничего и не поменялось. Ну, а если она была вашим защитником, что, ну, как бы слабо вероятно, ну, тогда она только вам помогает. В чем или как видит выход, или в чем видит выход загаданный мужчина или женщина, да, из сложившейся ситуации? Здесь выход, во-первых, необычный, нестандартный. Он видит выход в компромиссе, но на выгодных для себя условиях. И, может быть, он где-то будет врать, обманывать. Он видит выход в нечестности, в манипуляциях, в спекуляциях. Вот такое вот. То есть, смотрите, он видит выход как минимум не говорить правды, где-то темнить и пользоваться ситуацией, может быть, в своей выгоде. Вот так. И это будет компромиссом 2 семерки. Хорошо. Какой сюрприз готовит судьба в этих отношениях на перспективу? Да? Смотрите, 10 и 7, 17, звезда, иллюзия, сюрприз – и судьба, да? Судьба готовит вам сюрприз в скором времени. Не видим пока. Неожиданный сюрприз. Неожиданный. Хорошо, давайте тогда спросим. Вам нужно идти и делать первый шаг. Помогать ему, да? То есть отдавать ему долг. Ну, если вдруг, да, вы что-то должны, закрывать гештальт. Нужно ли вам помогать или платить дьяволу? Вот здесь, да. Ресурс дьявола, да. Ну, тут все зависит от обстоятельств. Все зависит от обстоятельств, и обстоятельства, они будут обязывать вас делать так или иначе, да, но отталкиваться надо от того, как вам выгодно, и так, как бы вы теряли меньше всего. Меньше всего. Что он будет делать по отношению к вам в ближайшее время? Оп, 2 вытащилось. Ну, давайте одну. 6 мечей. Может быть встреча, может пригласить вас к себе, может приехать к вам. Может вас пригласить к себе с ребенком, ну или
приехать к вам со своими детьми, да, не один. То есть это, скорее всего, встреча. Ну и где-то, может быть, по отношению к вам он возьмет ответственность на себя за что-то, да, то есть, ну, может быть, скажет, да, я был там неправ, или давай я сделаю то-то, 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 да, вот так вот может поступить. Но это ответственная карта. Хорошо. Что именно конкретно продолжает вас связывать друг с другом? Конфликт. Конфликт, война, оружие, правда и решение вопроса, который, возможно, до сих пор так и не решен. Изменится ли ваше отношение в лучшую сторону? Возможно. Возможно, особенно если вы энергетически будете защищать себя, партнера, ну и свои отношения, да, ну, связку. Да, возможно. Где он вас обманывает? Или в чем он вас обманывает? Где, в чем обманывает? Он обманывает вас в том аспекте, в котором должно быть прекращение. То есть он обещает что-то прекратить, но он этого не делает. 9 мечей на 10 мечей. То есть, как минимум, человек не прекращает то, что должно быть прекращено. Он не останавливает то, что должно быть остановлено и так далее. То есть, соответственно, он врет вам там, где говорит, что оно прекращено, закрыто, забыто, или я это прекращу, но оно продолжается. Хорошо, здесь очень много неожиданностей, да, и каких-то таких поворотов, да. Что находится за скрытым поворотом в ваших отношениях между вами и этим мужчиной? А вот за скрытым поворотом находится либо мать его, либо мать ваша, либо аспект вашего материнства, особенно если вы женщина. За скрытым поворотом находится защита, помощь матери, и чья это мама, тут уже смотрите по своей ситуации, потому что у вас она может быть, а у него нет, или наоборот, или же это материнство, то есть ваш вопрос о рождении ребенка с этим партнером, да, особенно если женщина смотрит. Поэтому вопрос ребенка за скрытым поворотом судьбы. Хорошо. Какую неожиданность или какой неожиданностью он может еще крепче вас к себе привязать? Вот эти две карты. Неожиданность, связки и ресурсы, да? Или чем он вас может обязать еще? Может начать очень сильно или резко игнорить, может резко забанить. И этот игнор, этот бан для вас вызовет, ну, такую неожиданность, которая может вас как-то дестабилизирует, взволнует, да, или опечалит. Хорошо. Хорошо, тогда как вам поступить в этом случае? Это если вас забанили или вы его забанили? Ну, если вас забанили, то или вы его забанили, считайте, что это хорошо, то есть вот для вас это все равно будет хорошо. Солнце – это ясность. Вам, наоборот, должно бы быть, по идее, легче, да, вот так. Окей. Чем решится ваш конфликт с загаданным человеком? Вот настройте сейчас на загаданного партнера, на этого, о котором вы гадаете, да. Ну и можете посмотреть, может быть, если у вас была ссора или спор, что он думает об этом, да. Ну, спор и ссора у вас решится только решением, то есть, ну, нужно продолжать, да, разбирательство. То есть паш мечей – это будет, ну, такая ситуация, в которой вам придется
еще сильнее драться, еще сильнее сражаться. То есть ваш спор решится конфликтом, в конфликте. А злится ли он на вас из-за спорта, ссоры, извините, из-за спорта в голове, что-то спорт какой-то. Да, он злится, и это его раздражает, да, вот так. Ну, агрессия есть по отношению к вам, как минимум, у него сейчас. Его истинные чувства, скрытые по отношению к вам, его истинные чувства. 4 мечей, они сейчас спят, но, возможно, из-за того, что загадываете желание. Думаю, если вы загадали, чтобы его чувства по отношению к вам проснулись, или ее чувства по отношению к вам проснулись, то должно сбыться. Смотрите, его чувства по отношению к вам спят. Почему? Потому что сейчас вы в конфликте. Хорошо. Это конец или пауза в отношениях, для кого актуален этот вопрос? Но пока что это выглядит как конец, и, ну, 3 мечей очень болезненная пауза. Вот так. Хорошо. Какие чувства могут быть у вас к нему после этой паузы, если выяснится, что не конец? Но это может быть чувство как к любовнику, как одному из лучших партнеров в интимной близости, и чувство, что ваши пути могут продолжаться дальше. То есть, что это спутник по жизни. У вас такое чувство может быть. Хорошо. Он по отношению к вам, он злится, да? А что вот он не может воспринимать, или что внутри него, в его мыслях, внутри сердца его, да, ну, прямо он считает, что это уже слишком. Ну, или чего он не может принять. Не может принять предательство. Будете ли вы вместе с этим человеком? Не исключу, что да. Не исключу, что да. Не скоро. И между вами может быть постоянная дистанция. Поэтому ваш союз, он может быть на дистанции, и от этого вы не теряете свои ценности. Ваш союз не теряет ценность, вы не теряете своей красоты, особенно как женщина, а мужчина не теряет своего ресурса. И что еще говорит вам этот аркан звезда? Напишите в комментарии, будет интересно почитать. Все будет хорошо, оставайтесь на связи. Побачимось, почуємось. До зустрічі. Па-па.